The Dragonborn Comes Skyrim. Ребята, всем огромный привет! С вами преподаватель вокала Орлеана. Дорогие друзья, привет! Я так давно не записывала реакции, что уже сама забыла, как это делается. Но вы мне не даете отступить, не даете мне расслабиться, пишите ВКонтакте, в комментариях, что где уже, когда будут реакции, мы ждем. Я решила, что наконец-то, да, уже надо как-то собрать себя в руки и записывать, продолжать классные видео. Я хочу заранее вас попросить прощения, что я сегодня в таком полудомашнем виде. Мне хватило сил только накраситься, а вот как-то одежду переодевать мне так сегодня лень. Сегодня, между прочим, воскресенье, в то время, когда я записываю. Я решила, что, ладно, пусть будет так. Благодаря моему постоянному зрителю, который мне написал и скинул ссылку ВКонтакте, мы сегодня посмотрим с вами песню из репертуара группы Voice Play. Однажды я уже делала видеореакцию на выступление этой замечательной группы, на видео, на творчество. И, знаете, мне сильно зашло. Вот я под таким классным была впечатлением. Тем более, что я уже знала на тот момент одного участника, тоже его заранее смотрела. И я поняла, что это вообще вот то, что мне хочется смотреть часто и анализировать вместе с вами. Потому что такого качества творчества это просто, потрясающе. Я считаю, что, наверное, на моем канале должны быть только самые-самые крутые вокалисты, самые крутые музыканты со всего мира. Как бы я считаю. Да, я так считаю. Погнали, смотрим видео Voice Play. Я не сказала, мой макияж, мой вид, он немножко оправдывает видео, которое мы сейчас с вами посмотрим. Я видела, что ребята тоже будут в такой боевой раскраске. Дорогой друг, если ты еще не подписан на мой канал, и даже несмотря на то, что YouTube, возможно, скоро закроет, но все равно подпишись, пожалуйста. Погнали, смотрим. Ребята, я сейчас вообще даже уже не удивлена то, что видео начинается именно самыми низкими нотами Джеффа Костолуччи, какие-то там бешеные низа, не знаю в какой контроктаве. Интересно, обратите внимание, да, уши гоблина. Какая-то историческая драма, ребята, историческо-фантастическая. Claims a warrior's heart. Вот это да. Вот такой штрубас, вернее, ноты вот эти низкие Джеффа Костолуччи, да, басовые, они прям на грани уже низкого штрубаса. Там уже вот прям ощущение, что он только этим штрубасом и поет. Настолько низкие эти ноты, не человеческие звуки. Только избранные вокалисты могут позволить себе исполнять такие низкие ноты. Вот такие, как Джефф Костолуччи, например. И посмотрите вообще, что это за эпическая драма. I tell you, the Dragonborn come. Ой, я почему-то, знаете, сейчас сильно жалею, что я не посмотрела заранее, о чем эта песня, перевод. И, кстати, эта песня, она же фит вместе с Омаром Кардона или Кардона. Поправьте, ребята, меня в комментариях, как правильно произносится фамилия участника, который был специально приглашен для записи этого видео. Вы смотрите, какая боевая раскраска у всех, да? Классно. Что-то такое. Вы знаете, наверное, все-таки вот такие произведения, такие видео надо смотреть, когда ты уже осведомлен в теме. То есть ты примерно представляешь, о чем там сейчас будет. Хотя не знаю, может быть,
даже несмотря на то, что я не подготовилась и не читала про это видео ничего. Я обычно, кстати, ребята, всегда записываю первую реакцию, я никогда не готовлюсь, просто что вижу, то и говорю. Вот как раз вот это видео надо было, наверное, заранее про него что-то там почитать или хотя бы почитать текст. Ну ладно, поглядим. With the voice wielding power of the ancient Nordar. Ансамблевое пение, вот это очень точное попадание, знаете, какой инструмент, например, как бы очень напоминает звучание органа. Это прямо очень сильно напоминает вот этот органные, такие такие трубные звуки, да? Believe the dragonborn come. And to the evil of all Skyrim's foes. Очень дорогое видео, конечно, ребята сильно прям заморочились. Это даже как-то слово заморочились, оно, знаете, не подходит. Это, ну, когда есть искусство, когда творится искусство, тут нельзя как бы не заморочиться. То есть это не просто даже, знаете, запись в студии, это не просто там даже выученный идеально материал, да, сделанный. Это, посмотрите, еще какая безумная картинка. Это локация, это образы, ощущение, что с ними там, не знаю, команда гримеров работала, как будто бы они Аватара сейчас снимают, да? Но вот ощущение, что это кадры из Аватара, а может быть оно там так и было? Beware, beware, the dragonborn come. For the darkness has passed and the legend yet grows. Ой, очень останавливать сложно, вот эту фразировку, когда одна фраза из другой перетекает, вот это, да, прямо очень сложно останавливать. Ребята, конечно, супер крутые профессионалы. Я могу сказать, что до такого уровня у нас в России еще нет групп. Вот это просто какое-то безумное профессиональное исполнение, подготовка и вообще сам профессионализм на высочайшем уровне. То есть это не просто даже ансамблевое пение, это еще и умение в ансамбле высвечивать тембры, собирать тембры. То есть вот это, знаете, как кубик Рубик, он там разными такими, да, тембрами высвечивает. То есть у каждого вокалиста в этой группе свой индивидуальный тембр классный. Да, и каждый из них это прям супер крутой солист, но при этом у них развит навык на мега высочайшем уровне петь в ансамбле, не теряя свою индивидуальность. И за счет вот этого у них такой, посмотрите, какой шикарный получается общий саунд, да, общее звучание. И вот это вот ощущение, когда мы слышим то тембр одного голоса, который так вот переливается, то вдруг он затихает, мы слышим другой тембр, да, каждого участника. Это, ну вот реально у нас в России таких еще ансамблей нету. Да, у нас есть там Акапелла Экспресс, Сопрано 10, там вот самый известный, да, хор турецкого, но это совсем другое. Ну, как сказать, ну да, это другой уровень. Это другой уровень, то есть там идеальное ансамблевое пение, но вот такое, что прямо сохранение индивидуальности каждого и показ своего тембра, причем общее звучание при этом не рассыпается, не теряется, ну, до этого еще расти и расти просто нашим, конечно. You'll know the dragonborns come. Вау, 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 вау. Как все идеально до прямо самых-самых мелких деталей. И вот я прям реально, ребята, восхищена тем, как они работают с тембрами. Как они умеют сохранять свой тембр, при этом сохранять общее звучание. Это вот невероятно. Мне кажется, у нас даже до такого еще, в принципе, мысль не дошла в ансамблевом пении. Да? То есть ансамбль у нас и так, это не очень популярные, пожалуй, коллективы, да, что это очень сложно. Это очень сложно. Пение коллективом, ну, такого уровня, это всегда очень трудно. А вот у ребят получается, это шикарно.
Потрясающе, просто потрясающе. Это вот, я не знаю, я реально, ребята, поражаюсь вот этому факту. Потому что мы слышим каждого вокалиста тембр, да, и они не как вот хоровые певцы, которые вот такие обезличенные, да, с каким-то обезличенным просто звучком, вот таким сольфеджийным, да, они ну, невероятные. Такая потрясающая наполненность в этом тембре, это вообще у каждого. Я просто, ребята, я про это говорю, да, уже очень много. Ну, меня это больше всего поражает. Там я даже не обращаю внимания на картинку, что там происходит, я пока ничего не понимаю. Очень круто. Микстовый звук. Да. Ребята, конечно, вышли таким хорошим плотным миксом, да, тоже очень индивидуальное звучание. И когда они вместе, это вау! Круто. Мне, знаете, ребята, еще возникает вопрос, кто у них придумывает песни? Ну, это же явно их собственный репертуар, нет? Тут же нету кавер, не написано, что это кавер, да? Я просто не претендую на то, что я знаю все песни в этом мире. Я знаю вот столечко, несмотря на то, что всю жизнь занимаюсь музыкой, я знаю вот столечко, и это нормально абсолютно. Кто-то пишет эти песни, ну, даже не знаю, песни или не песни, да, эпические драмы, вокализы, но невероятно. Это такой полифонический склад музыкального мышления должен быть, да, внутренне заложен. То есть человек какой-то, который мыслит как оркестр, пишет такие произведения. Шикарно. Какие-то еще языки интересные, как будто они вообще на латыни поют. Такое может быть, ребят? Напишите мне. Я вроде и английский-то сейчас не узнаю, да? Такое ощущение, что это какой-нибудь там 9 век, Древний Рим, ну вот, Скайрим. Не знаю, может быть, что-то от этого. Вау! Вау! Средневековье. А в музыке, знаете ли, уже далеко не средневековье. Уже вообще там где-то в космосе. Такое ощущение, что это язык какой-то, да, вот реально как либо латынь. Я не слышу итальянского. Может быть, они сами придумали этот язык. Может быть, знаете, такая типа абракадабра, а звучит как будто какой-то язык. А может быть и нет. И если вы знаете, на каком языке они сейчас поют, напишите в комментариях, ребята. Да, сумасшествие какое-то, просто невероятно, просто невероятно. Надо же, а? Это же надо как вообще. Ребят, может быть, это все-таки какая-то сцена из фильма? Я вот это смотрится как полноценный фильм, как будто бы, знаете, это может быть какая-то музыкальный фильм, да, типа мюзикл, записанный как музыкальная драма, музыкально-историческая драма, да, музыкально-фантастическая историческая драма. Но это вот реально по картинке, как будто я сейчас смотрю фильм. Да. Ух ты, какой переход был крутой. Седьмая, через седьмую ступень в первую на минор. Как классно. И еще битбокс включился здесь, да?
То есть, получается, у них такой золотой состав из 5 человек, 5 потрясающих вокалистов, самобытных, оригинальных, неповторимых, у каждого со своим тембром. И еще при этом один из вокалистов является таким плотным, таким сильным битбоксером, да. Я, знаете, тут, ребята, как-то анализировала и поняла, что битбокс — это тот же скет, только это имитация игры на барабанах. То есть скет — это же подражание музыкальному инструменту в джазе, да, то битбокс — это просто имитация барабанов. Да? Если там на скет мы можем имитировать трубу, саксофон, флейту, да, там гитару, например, да, все что угодно, да, то вот битбокс просто это такое специальное название скета для имитации голосом барабанов. Какая нереальное вообще чувство полифоничности. Это полифония, ребята. Что такое полифония? Это произведение, которое написано на несколько голосов. То есть здесь это, видите, как бы они не хором поют одновременно, хотя созвучие там тоже есть, а это прямо мы слышим линию каждого голоса, да, мы слышим, как развивается линия каждого голоса. Это и есть полифония. Полифония может быть там двухголосная, трехголосная, там четырехголосная, пятиголосная, сколько угодно. Полифония отличается именно от хоровой фактуры тем, что слышна именно сольная линия каждого голоса. Потому что в хоре мы не всегда можем, это только профессионалы, да, могут услышать вот эту вот линию каждого голоса, потому что она в гармонии очень плотненько зарыта, да, и нужно очень сильно развивать музыкальный слух, чтобы каждую партию голоса услышать. Вот. А в полифонии мы можем это услышать легче. Да. Ребята, еще у них очень прикольно, да, что они еще актерскую какую-то игру включают. Я уже там сказала про картинку, весь этот антураж. Да, посмотрите, это сейчас какие-то фишечки, какие-то штучки, какие-то шуточки, да, такие музыкальные, чисто музыкальные. То есть была такая вроде плотная фактура, да, как будто, я не знаю, там по всей вселенной этот звук растекся, а потом раз и что-то хоп-хоп-хоп, взрывы. Вот, интересно, интересная мысль. Это, знаете, ребята, такое вот... Я уже, когда слушала первое это произведение, я вижу определенный стиль написания. То есть это явно один человек, ну, может быть, они все вместе садятся и вместе творят эту музыку, да, всякое может быть. И прям вообще вау. Ну, это оригинально, это вообще ни на что не похоже. И ну, здесь и шутка, здесь и искусство, здесь все вот вместе переплетено на высочайшем уровне. Это невероятное наслаждение слушать такую вот музыку, такое вот творчество с большой буквы. Какие классные ребята вообще. И вот костюмы же у них вообще потрясающие. Ну вот что-то, знаете, из... Вот эту вот сцену прям можно было бы куда-нибудь в историческую какую-нибудь картину просто вставить, фильм, да? Очень красиво. Ребят, вот очень прям вот это звучание напоминает орган. Мне прям сильно. Электронный орган, да, вот звучание очень похоже на органное. Прям это удивительно, как они могут так извлекать звук, что это будет, ну, супер похоже на инструмент. И да, ребята, обратите внимание, что это пение, да, это не как бы непривычно вокальное пение, это скорее мысль инструментальная. То есть вокалисты мыслят как музыкальные инструменты, не как вокалисты. Да? Хотя вокальные там штучки тоже всякие есть, но в целом фактура — это именно использование голоса как музыкальный
инструмент. Это важно понимать. Our hero claims a warrior's eye. В общем-то, очень низко, да, и я сейчас спела, ребята, либо на 2, либо на 3 октавы выше, чтобы вы понимали, да. То есть мне эти ноты, естественно, такие низкие не достать. Не каждый мужчина достанет эти низкие ноты Джеффа Костолуччи. То есть надо быть таким очень низким басом, чтобы петь, да. Даже басы не все достанут эти низкие ноты. А я вам просто продемонстрировала линию на 2 или 3 октавы выше. I tell you, the dragonborn come. Вот в этот момент, когда вот она такая спокойная, мягенькая, хочется так прям посмотреть на то, как, знаете, вот сразу мне представляется картина такого поля, светит солнце, очень голубое небо, птички, ты так идешь по этому полю ромашковому и такой вот весь прямо заряжен солнцем, такое, знаете, воодушевление. Не то, что вот зимой, когда, да, небо серое и грустное, это такое вот прям, не знаю, у меня картина пасторали. You know, the dragonborns come. Come. Очень классный тенор, кстати, у него. Come. Очень высокий голос для мужчины, да, это такие... Это природа, ребята. Бас, баритон, тенор — это все природа. Да? Ее невозможно сделать, переделать. Она вот... У каждого человека голос заложен от природы. То есть вот какого он будет качества, будет он высокий, будет он низкий, вот он от природы. Его нельзя переделать. Нельзя сопрано сделать там альтом, нельзя контральто или наоборот, да, или там тенора переучить в бас. Это невозможно. Можно либо раскрыть тембр, если это природой заложено. Если не заложено, переделывать ничего невозможно. Бывает такое, что просто неправильно голос, например, определили, а потом оказалось, что он не сопрано, а наоборот, там меццо-сопрано, причем драматическое. Да? Такое часто бывает, ошибки. Но в целом инструмент, он какой есть, в вокальной технике его главное раскрывать. Не переделывать, а именно раскрывать. Ой, все? Подождите, сейчас, дайте чуть назад верну, надо же этот эффект увидеть. А то я прямо за секунду до того, как вот эта эпичность, да, случилась. Давайте-ка это посмотрим еще раз. А нет, подождите. Давайте отсюда. Oh, you know, the dragonborns come. Это такое, да, это прям был такой экшен, ребята, как говорится, да, такой еще в конце бас такой. Ну вот звуки все вот эти, конечно, современные, да, звуковые, то, что позволяют делать электронные, да, вот эти все звучания, новые краски, новые тембры, оно, конечно, очень сильно расширяет наше музыкальное сознание, наше музыкальное восприятие. Сейчас этот звук мне напомнил тоже какой-то звук из песни Билли Айлиш, знаете, вот это вот. Where my mind. Билли Эйк, да? Там тоже такое звучание прям один в один. Вау, крутяк. И, кстати, классно они тоже эту придумали фишку, да, что музыка продолжается, идут титры. Вот посмотрите, идут титры. Почему? Потому что такое произведение в таком исполнении, с такими костюмами, с такой локацией, с такими гримами, с таким подходом невозможно сделать даже просто 5 человек, людям собраться и сделать. Такое качество можно сделать только если работает профессиональная огромная команда. Вот, пожалуйста, титры идут. Можете все прочитать, кто принимал участие
в работе над этим искусством. Нормальный такой списочек, да, если заметили. Огромная команда, огромные там такие вложения средств вот этого все. Поэтому, конечно, ребята, естественно, что это нам такой продукт не может не понравиться. Ну и он очень стильно сделан в современном духе. И очень отличительная у них, конечно, индивидуальность, отличительная черта творчества, да, очень запоминающаяся. У меня уже сложилось определенное впечатление. Ребят, короче, знаете, что еще? Я сейчас еще разочек посмотрю от начала до конца, не прерываясь, чтобы вам высказать свое последнее слово по этому произведению. Да, ребята, это, конечно, вообще. Я посмотрела сейчас еще раз видео от начала и до конца. Я, ребят, могу сказать, что это, ну, вообще, это, ну, это высший, я даже не знаю, даже высший пилотаж, это не особо уже, знаете, выражает вот это вот восхищение и оценку не совсем высокую дает. Высший пилотаж это уже просто даже выше, чем высший пилотаж. Потому что высший пилотаж мы говорим там, да, про многое. Но вот это, это даже вообще не знаю с чем сравнить, вообще ни с чем не сравнить. Да, конечно, очень же много классных групп в Америке, да, Take Six, которые работают, там The Manhattan Transfer, New York Voices, да, но там Pentatonix сейчас очень популярны. Там у них у каждого свой стиль, там у кого-то более джазовый, у кого-то более попсовый, да, а у этого творчества вообще какой-то своеобразный стиль, какой-то новый, неповторимый, я даже не знаю, как его охарактеризовать, у меня пока нет на это никаких слов и определений. Это супер индивидуальное звучание, это супер индивидуальный подход к написанию вот этих полифонических произведений. Я даже не могу назвать эти произведения песнями, потому что, ну, это не совсем песня. То есть здесь ощущение, что произведение складывается, как, знаете, как форма ронда, например. Форма ронда, звучит рефрен, да, и потом дальше идут на этот рефрен какие-то вариации, и видоизмененная тема. И вот здесь вот мы слышим все время возвращение к одной и той же теме, которая контрастирует, тема активная такая борьбы, да, какой-то завоевательности, и контрастирует с темой грусти, печали. И вот эти вот все время контрасты одного и другого, да, они заставляют нас просто находиться все время в состоянии такого отвисшей челюсти, и мы не знаем, что будет дальше, да, нам все время интересно за этим наблюдать. А это, ребята, и есть эффект, как кинематографисты, да, и великие деятели искусства кино, ну, в общем-то, да, одно и то же определение, они называют это определением action. Action, то есть action вообще что такое? Это действие, это какое-то движение внутри произведения, внутри музыкального произведения, художественного, там, литературы, кино, театра, да, экшен. Это действие, которое заставляет нас все время находиться в контакте. Ну, не в контакте в соцсети Павла Дурова, да, ну, вы поняли. Мы все время хотим за этим наблюдать. Мы все время вот так вот просто не можем даже отвлечься ни на миллисекунду на свои мысли уйти. Мы просто поглощены действием, что там происходит. И вот этого экшена в этом произведении от начала и до самого конца. 4 минуты, понимаете, произведение идет больше 4 минут, 4:40 все вместе. Ну, вот я сейчас смотрю где-то 4:30, да, вот 4:30 ты просто смотришь и не можешь оторвать взгляда. Ну, это безумие какое-то.
Это безумие. Это вау и потрясающе, я не знаю. Тут видна, конечно, работа вот этой команды, сумасшедшая работа. Я не знаю, сколько времени они все это готовили, все это делали, чтобы просто, понимаете, 4,5 минуты залить на YouTube. Да. Ну, благо, конечно, у ребят уже большое количество поклонников, 1 140 000. Это вау, это тоже супер круто, поэтому они уже могут себе позволить, да, такие шедевры творить просто невероятные. Очень круто. Ребята молодцы, и я с удовольствием, ребята, буду дальше наблюдать. Присылайте мне ссылки на эту группу, присылайте ссылки на видеоролики этой группы. Может быть, вы знаете еще крутые вокальные ансамбли, да, всего мира. Вообще я всех смотрю абсолютно. Я люблю как и наших, так и американских исполнителей, европейских. Может быть, я благодаря вам узнаю больше о восточной музыке. Присылайте мне свои ссылки, можете присылать ВКонтакте, либо оставлять их в комментариях под этим видео. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам огромное, что вы со мной. Если вы еще не подписались на мой канал, то обязательно нажимайте на красную кнопку, подписывайтесь, будьте в контакте со мной. Будем с вами продолжать общаться, несмотря на любые обстоятельства, которые будут происходить. Я надеюсь, что здравомыслие и счастье и добро победят в этом мире, и у нас все будет продолжаться самым наилучшим образом. Я в это верю и желаю, чтобы вы тоже в это верили. Ну а с вами, ребята, преподаватель вокала Орлеана. Пишите свои комментарии, оставляйте лайки, и до скорого интересного видео на моем канале. Пока-пока!